Друзья, мир вашему дому! Сегодня готовим очень вкусный закусочный торт на праздничный стол. Для его приготовления мне понадобится куриное филе и свиное филе. Мясо можете брать любое. Филе я разрезала на порционные кусочки и отбила. Беру квадрат пергаментной бумаги, складываю так, как будто вырезаю снежинку. Разрезаю по сгибам, не дорезая до центра. Стенки чаши смажу растительным маслом, для того, чтобы бумага приклеилась. И теперь застилаю чашу вот этой бумагой, чтобы бумага легла ровно, без заломов. На дно выкладываю свиную отбивную. Отбивную присаливаю, посыпаю итальянскими травами, желатином, чесноком и черным молотым перцем. И смазываю яблочным майонезом. Как я делаю яблочный майонез, оставлю ссылочку в описании. Смазываю хорошо, не жалея. Следующим слоем выкладываю курагу. Кураги всего взяла 300 грамм. Курагу накрываю куриным филе, тоже отбитым. И этот слой сначала солю, присыпаю чесноком, итальянскими травками, черным молотым перцем, желатином и майонезом. Вернее, даже сказать яблочным пюре, творогом. Здесь у меня 6 яблок. Я их протушила, добавила к ним 1,5 чайной ложки соли, 3 чайные ложки сахара и 3 чайные ложки горчицы. Все хорошо взбила, когда яблоки уже были мягкими. Дала им остыть и добавила к ним 2 яйца. И потом добавила творог и снова все хорошо перебила блендером в однородную массу. Вкладываю так, чтобы слои были ровными. Теперь на этот слой выкладываю слой чернослива. Когда будете покупать чернослив на рынке или в магазине, желательно его пробуйте, он должен быть вкусным. Я хочу, чтобы мой мясной торт был как можно менее калорийным. Если вы не считаете калории, можно еще добавить сюда сыр. Он при запекании расплавится и свяжет между собой слои. Будет очень хорошо. Но я хочу сделать этот торт как можно более низкокалорийным. Следующим слоем выкладываю свиные отбивные. Снова их солю, присыпаю чесноком, итальянскими травками, желатином. Желатина не жалейте, его должно быть достаточно много. И черный молотый перец. И снова смазываю майонезом. И снова слой кураги. Так чередую все слои, пока чаша не будет заполнена. И последний слой мяса, который будет основанием для торта. Мясо выкладывайте достаточно плотно, потому что это будет основанием. Теперь закрываю пергаментной бумагой и ставлю в разогретую духовку на 1 час. Духовка 180-160 градусов. Смотрите по своей духовке. Ну вот, друзья, посмотрите, как запекся пирог. Выпекался он ровно час. Потом я накрыла его блюдечком и поставила груз, литровую банку с водой. Так этот мясной пирог провел ночь до утра. Он хорошо стабилизировался, застыл, приобрел форму. И теперь бумагу я раскрыла. И смотрите, по краям остался вот такой сок желатиновый. Я это сейчас ложечкой сниму, чтобы он потом не портил мне весь внешний красивый вид. Пройдусь ножом по краям, чтобы помочь пирогу отстать от стенок со всех сторон. Накрываю тарелочкой и переворачиваю пирог. И теперь легко снимается. Вот такой закусочный мясной торт получился. Осталось его только украсить. Украшать буду домашним сыром Филадельфия. Как я его делаю, у меня есть видео на канале. Ссылочку оставлю в описании. Теперь буду украшать. Этот мясной торт можете украсить по своему усмотрению. Я украсила листьями салата, петрушки, зернами граната и черным кунжутом. И в таком виде буду подавать на праздничный стол. Посмотрите, друзья, какой многослойный и очень красивый торт получился. Вот копченый чернослив дает удивительный запах. Благодаря тому, что у нас отбивные из разного мяса, слои получились такого разного оттенка, очень аппетитно смотрится
И такой торт украсит любой праздничный стол. Друзья, очень вам рекомендую приготовить такой торт. Уверена, что он станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И Божьих вам благословений. Увидимся!